Говорят, в одном кыргызском селе жил человек, который посвятил свою жизнь сохранению культуры предков. Он знал каждый орнамент, каждую деталь юрты, как будто в них билось сердце народа. Но злобные духи прошлого не хотели, чтобы память жила. Они приносили сомнения, сеяли усталость, скрывали вдохновение. Он боролся с ними молча, каждый день, через труд, через веру. И когда его земной путь закончился, он не исчез. Он обернулся белым орлом и взмыл в небо. А на земле осталась юрта, светлая, живая. И люди, которые продолжают его дело. Если будете ехать в Барс-Коон или обратно, не пропустите вот этот знак. Он означает, что здесь находится очень интересное место, которое нельзя пропустить. Здесь бережно хранится уже несколькими поколениями культура, которая, мне кажется, определяет суть этой страны. Это и юрты, это и внутренние украшения, это национальный музыкальный инструмент. Здесь все это живет и дышит настоящей жизнью. Пойдемте посмотрим. А мне вот это вообще задело, понимаете? Почему? Здесь он человек всю душу, все вложил, понимаете? И здесь уместил свою мечту сюда. Да. Могу ковер атамдын акыркы работасы. Это его последняя работа. Мы по новой технологии прошили. Да. Ага. И мы хотим рамку сделать и повесить. А вообще авакиз выглядит вот так, без никаких нитей, да? Этот портрет называется «Моя мечта». Это отец сам придумал все, и эти символы означают что-то. Например, вот это 2H, да, можно сказать, человечество, мужчина или женщина. Далее это рука. Он всегда говорил, мы здесь в этом цеху все вручную у нас идет, и рука самая главная часть своего тела. Далее это ою. В кыргызы часто пользуются вот этот ою на разных шырдаках, да? Ою. Это твои мысли, седин ою. Дальше это дорога, твоя дорога. Это твое стремление. Это белый пароход из Чингиз Айтматов. Солнышко, день, лучи. Это луна, ночь. И он всегда говорил, ты должен очень хорошо этим работать. Ночью ты должен спать и отдохнуть, днем ты рано утром должна работать. Это большие города. И отец всегда спрашивает, какая у тебя мечта? Ну, спрашивал. И все, многие в основном, я хочу Дубай, я хочу в Америку, да, молодежь. И это большие города. Атам өзү негизи патриот болгон, Эки жерден берген. Казакстандан да берген. Келди. Келип ошол жактан иштеп берген. Калып калды, Казакстанга себеби эки бозу чоң 150 баштык эки бозу 120 баштан эки бозу апарып тигип берген. Ошондо айтылган, бияктан ишкана ачып берели, биякта иштеп бериңиздер деп. Анан жок деп эле өзү биякты ушуга көргөнүп ачып ушул жакта эле калды. Много больших юрт делали на президенту Казахстана, Нурсултана Назарбаева делали, биг юрты, срей юрты делали. Эми элестетик эле Америка же Казакстан азыр ойлоп атам жана станок уларды кандай жабдыктарды бермек алар мындай. Алар аябай чоң масштабный. Ойлонуппойчу аябай өнүктү. Атам башы аябай жакшы иштечү да. Анын ойлонуу сезимин түшүнчү эмеспиз. Башкача болчу. Он, я же говорю, он только где-то 5, даже не 6, 4-5 часов только спал. Он все время рисовал, да. Он по профессии был художником. Смотрите, вот здесь внутри что вот было, да, вот он выкладывал каждый. Бул жерде бүт бар деген окулат. Здесь можно прочесть, да? Вообще кыргызские узоры можно читать, как книгу. Вот некоторые эти шырдаки, да, Бахтиярбай, их можно читать. Например, вот этот узор, он говорил, это птица. Вот эта птица? Да. Ну, когда его... Сейчас
Может быть, не похоже, но когда шердак делает, эта птица, да. Я однажды решила изучить, что значит какой символ. И толком в интернете не нашла никакой информации. То есть такого вот источника, куда обратился и посмотрел, там вот это барашек, это женщина, это мужчина, нет, да? То есть это прям нуждается в сохранении, может быть, в каком-то каталоге, да, чтобы Да. прям читать. Как Надо говорится, бы сделать, да, каталог. Все вот это привыкли устно передавать. Да. Вот у нас, да, вот тут почему-то вот, да, нет, вот ходишь, смотришь, ты говоришь, кто услышал, услышал. А вот какой-то фиксации, какой-то этот вот. Оказывается, надо и письменно оставлять. Да, чтобы вот... бул кыялда иштеп жүргөндө жок немеде Чокморов училищасында окуган, ошол жакта бүтүргөндө биринчи выпускникте. Ошондо бүтүрүп аткан учурда Москвага же Ленинградка окууга алып кетип чакырышыптыр. Ошол жактан окуп калды. Анан кыргыздын немеси бар го, жанагы Вичүй бала үйдө бар. Ошол маалда абаларынан байкелерин сураганда Вичүүсүң да үйдө эле каласың дегенде анан үйдө калды. Может, аяққа барганда дагы башкача. Өзү да ошол жөнүндө айтып калчу. Мен ошондой эле башка жака кетсем, может, башкача болмок беле деп туруп эле анан кайра эле жок, кыргыздын кол өнөрчүлүгүн сактап калыш керек. Эми ооба биз мындай ал эле бул эле дейбиз да. Ооба, Кудайдын буйругу. Өнөрү экен, көкмүш экен. Бул нерселердин баары калды. Эми Кудай буйрса атын өчүрбөйбүз, улантабыз. Это чьи? Я юрту то. Видишь? Она как идет декорация, и раньше его пользовались как защита от ветра и защита от насекомых. Смотрите плотность. Ничего не проскочит. Ни змея, ни тарантул, ничего. Даже ветер. Ну, воздух пропускает. Дышишь. И вот эту 20 метров чия раньше моя бабушка делала вручную 6 месяцев. С волоком. Вот крутила она и узоры делала. Потом отец подумал, это занимает очень много времени, для молодежи это неинтересно, может быть, да, и он придумал эту машину, механизировал, что и в данный момент 20 метров чия мы делаем за 2 месяца. Экөө жашыл, экөө кызыл. Ошондон соң жашылын чырмап баштайбыз. Мындай четинен баштайбыз. История кыргызов, вот, как только камень появился, вот с тех пор она. Хотя могли бы заменить на что угодно. Я хотела спросить, да, Да. почему вот эту часть не механизировали? Чтобы оставить связь со временем. Эти камни еще старые, еще со времен вот тесть сам делал. Получается, он все механизировал, да? Только вот камушку он не хотел менять. Вот этот станок новый. Недавно сделал, маленькие сувениры делает. Вот. Покажу сейчас. Чиге кийиз салынып, İçinde Оролуп. оролуп турат, оролуп даяр болгондон кийин муну буга салып эле. Бул азыркы станоктун кичинекейи эле. Жанагын эле, Жанакын кичинекейи эле. Бул мындай тээ берет. То есть ben кичинекей кезде вот эле жасаган турбайбы, Бул убактысы менен уткан, кишинин күчүн азайткан. Бул мисалы үчүн кичинекей кийизди 15 мүнөттө тегет. Это small, маленький. Да, да. А большой вон там. Бул жерге баягы чоң кийиз салынат. Чоң кийиз салынгандан кийин эле бул редуктор аркылуу айланат. Бул Запорожецтин коробкасы. Вот здесь она должна вот имитировать вот именно человеческий, да. Если ты надавишь, все ломается. Не сильно надавил, качество будет не то.
понимаете? И вот он все вот это рассчитывал. Сидел, рассчитывал. Везде. Будь этот станок, будь войлок, там, везде он. Бул машинаны атам өзү тегирмендин калдыктарынан чогулткан машина. Мисал үчүн жүндү бизге алып келет да. Бул айылдын жашоочулары жүн алып келип берет, койдон кезилген боюнча эле. Аны биз жакка барып тазалайбыз. Ар кандай эмелерин. Андан кийин эң биринчи ушул машинага түшөт. Бул жүн туткан жери да? Жүндү тазалайт. Мусурун тазалайт. Мусуру мунун алдына түшөт. Жүн ар жакта болот. Азыр мен силерге көргөзөм процессине. Башыңарды алып койсоңор, азыр кичине эмени. Бул машинаны аябай жакшы көрөм мен. Кээде айылдагы апалардын жүнүн да тутуп ийем да, бошогондо. Бул машинаны дагы атам чогулткан табат. Кандай кылып каяктарын чогултту эле? Бул чачылып калган машинка болчу. Жарабай калганды оңдоп чыккан турбайбы? Иштелип уже жараксыз болуп калган. Кайра өзү чечип алып Чогултуп чыкты. Кайра ордуна кетирген. Бул эми неменики беле? Союздук. Бул ушундай иштелген машина. Муну жөн эле алганда, муну деген мындай кылып алып, анан рулон кылып алып чыгып кетебиз да. Анан жана сырттагы станокко Жок, бул уже бул ала кийишке колдонобуз. Ушу ойдон эле. Ушу боюнча жана айттым го, өңдөрдүн үстүнө ак кетип, Фон кылабыз деп атпадык беле? өңдөрдүн үстүнө ак, анан Алмалда мен кичинекейрээк кезим, бир 4-класс болсун керек. Алмалда боз үй эмес, чыканка менен иштеген. Эң биринчи мен көргөн ошол чыканка менен иштеп жүрдүм. Алмалда көрсө, ошо неме кыялда иштеп жүргөн да, барып товар өткөзүп. Анан тумак тигишчү. Суусамдын, суусардын тумактарды тигип, андан кийин тумактан башка жана башка неме формада чыгышты го. Түз ошондой нерселерди тикчү. Баш кийимдерди. Анан неме кылып калчу. Ээр жабдык кожа менен, темир менен ээр жабдык жасап аткан. Андан кийинчерээк эле анан ошол неме башталды. Там кичинекей мастерской бар болчу, ошол жака станок курай баштады. Ошол станоктон көрсө ал ошол малды ушу керегени анан уукту тачкырта баштаптыр. Көк талдан боз үй жасашкан. Себеп дегенде ал малда станок болгон эместиктен, ичке болгондуктан ошолордон кол менен жонуп, ошондо форма чыгарып, анан ийип жасашкан. Анан кийинчерээк 95-жылдары бүт жеңилдетип станоктоштурулган. Это заготовка на большие юрты. Мы сейчас занимаемся, вот, станки делаем. Биздики азыркы бүт жасалып аткан боз үйлөрүбүз теректен, көк теректен жасалат. Буну ийбейли? Жок, бул ийилет. Ийилеби? Бул ийилет. Ушуну көргөзүп берейин, жүрүңүздөр. Ошол башкача экен, Это обрабатывается здесь. Юрта? Это юрта. Да. Кургатылат дагы. Бул станок 3,5 метрге чейин жасалган станок. Уука кетти. Бул кереге уука жасалган. Муну ушу паам өзү ойлоп чыккан. Бул станокту да. Узундугу 3,5 метрге чейин тачтырат. Это технология, моя технология. Своя технология. На станке делаем. Бул тоголок бойдон чыккандан кийин ортосу тилинет.
тилинген мындай жара бөлүнүп тилинет. Тилингенден кийин бизде бул жакта дагы станок ойлоп чыгылган. Бол станокко. Сейчас. Вот так. Да. Анан бул бияктан чыккандан кийин эле бул тоголок түз бойдон болот. Анан тышта бизде кайнатчу жерлерибиз бар. Потом вон туда печку. Ага. И потом... Потом уже покраска. Апамдын 2003-жылы Бишкекте выставка болгон. Ошондо бир неме берген грамота. Кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө жаңы неме киргизген. Тетик деп. Ошондо бул немени киргизген. Боз үйгө фундамент. Бул боз үйдүн фундаменти. Мен уккан эмесмин. Ушундай болот Боз үйгө турбайбы? жаңы буюм Элемент киргизген да. Ошондо Жанагы бул ушуга отуруп турганда баары кетти керегелер. түз жерге тигилгенде Кандай болот? бул круг тигилет, тигиге кошулат, кадимгидей эле круг болуп калат. Анан немеде бул кереге ушуга отурат, кийиз дагы, чий дагы, ушул чирибеш үчүн. Ушунда кичине өзү эле көтөрүлүп калат турбайбы жанагы ным-пым болбой, Бул бир аз кармайт. Бул үстүңкү кийиз кереге, чийге кыйшаңдабай тоголокто болуп туруп тоголок. Өзүнүн формасы сразу туруп. Бул дагы разработка турбайбы, Бакин. Эмне жасаса эле бүт баарын. Америкага кеткен боз үйдүн эң биринчи боз үйдүн ошо фундаменти менен ушул менен жасалып кеткен. Биз жаш болчубуз, мен жаш болчумун да аябай эле. Ошол жактан ошол алып барган аял киши алып кеткен буларды. Мен бияктан фирма ачып берейин, ушул жака калып иштегиле деп. Болуп турбайбы все-таки? Анан папам ал Союздун кишиси болгон дагы кыргыздын кол өнөрчүлүгүн башка жактан кылбай мен Кыргызстанда Өзүм жеримен өзүм кетпейм да. кайра келген экен да. Ошо биз барктабайбыз ошо. Бирибизди көтөрүп. Андан кийин биз мен окуп андан шаарда жүрүп калдым көп. 2-3 жыл болгон келгениме. Иштеп баштагандан анан өкпөткө бизде чуркап көрдүк. Жанагы грантовый нерселерге, чтоб азыр өнүгүш үчүн бир акча салым керек. Анан ошого чуркап көрсөм, папам сразу эле айтты. Шаңар сынбасын, бирок чуркап көрүлөт. Бирок болбойт деп. Могу гостевой домго грантка чуркаганбыз да. Именно кыргыз мамлекетинде. Биз уже бүттү мына силердики чечилет деп Минкультурага чейин кирип, баарын сүйлөшүп, улам эле бир ягына кирилет, тияка кирилет деп эле. Ошону патенттеп атат албаган. Ушуну айтып атпайбы биз эле. Эми буюрса дагы алдыда болуш керек эми, келечекте дагы мындай. Өкмөтүбүз Жакшы иштеп атат. Буюрса тартабыз, может баардык нерсе жакшы болот. буюрса дейличи баягы тилеп. Баары эми Кудайдын колунда да мындай айтканда. Бул папамдын ошо Америкага барып тиккенде аякта киши аз болуп тиккенге. 4 эркек киши болуп, же 2 киши менен кыйналып, ошол жактан келгенден кийин боз үйдү 2 киши тиккендей кылган. Бүт нерсесин азыр бул эски боз үй. Ушу эски боз үйдү ошого расчеттоп койгон. Бул мисалы үчүн түндүк көтөрүлөрдө 2 желбоону кармап неме менен бакан менен эле көтөргөн. Бир киши кармап турган. Папамдыкында ойлоп чыкканда кереге жайылгандан кийин бул ууктун размери менен желбоону кереге байлайт 2 четинен. Анан натяжка берген. Анан артынан астынан жип менен дагы ошол размерде байлап коет. Бакан менен илип алат турбайбы аны керегелерге. Анан бакан менен эле түндүктү көтөрүп койгондо бул кетпей тура берет. Ордунда. Анан түндүккө метка коюп коет. Жанагы айтып атпадым, ууктарды эметип аткан. Мисалы үчүн ар бир 10 тешиктен метка. Могу меткалар турбайбы? И аны немеде неменин учуна дагы керегенин башына да метка коюп койгон. Жанагы
жылбаш жумуктар. Адашып кетпеш үчүн. Ой, ооп кетет да болот, Адашып кеткенде кайра чечип, кайра байлаш керек болот. Биринчи ошо метка коюлгандарды бекитип алып, анан санап кете берсе болот. Жеңилдик келет. Изготовление юрты – это не просто ремесло, это живое наследие. Секреты передаются от отца к сыну, от деда к внуку. Особое значение имеет тюндук – центральная часть юрты. Его создание требует точности, силы и глубокого знания. Биз 2-ге же 3-кө бөлөбүз. Себеби биздики калың жасалат. Ошондуктан бул бияка полкруг ийип бекитебиз. А жанагы экөөнүн стыктары кандай кетет? Стыктарын биз аштагандай жарым кылып аштап, Бири-бирине кийип калып турган, билгизип, анан ошол жерден шыналанып бекилет. Биздики бир аз ийилгендери бар болуш керек бул жакта. Ошондо могу түндүктүн размери дагы могу станоктон Түндүктүн размерлери да ар кандай болот. Себеби немеге жараша? Боз үйдүн чоңдугуна жараша. Бул түндүктүн ушуну ийип келип анан аштап бириктирип кетет турбайбы? Бул ашталганда мындай жарымын алабыз. Астыңкысы бирөөнүн астыңкысы алынат, бирөөнүн үстүңкүсү салынат. Бул бири-бирине кийилет. Мындайынан кетти, мындайынан кийилип, анан аштап бекитип. А бул оюлгандачы? Оюлганда колго эле мурда неме менен ручной өлчү. Азыр уже технология көбөйгөн сайын уже сверло, оберлер менен оюла баштайт. Сборка юрты – сложный и точный процесс, где важна каждая деталь. Но чтобы юрта была прочной и устойчивой, мастера обвязывают ее специальными плетенными поясами. Их изготавливают вручную на örmök – ткацком станке. В каждом узоре скрыты символы, передающиеся из поколения в поколение. Вот здесь покажут технику, как делать такие штучки. Это тоже украшение на юрты идет. То есть снаружи, снутри получается. Есть вот такие мелкие, видите, средние, большие. Вот это каждую вручную перебиралась. Вот узор видишь и считаешь. Первая, вторая низ пошла. И сидишь. От спины, от почек, от печени ничего нету. Уже все. Не, серьезно. Женщина сгорбилась целый день. Перебирает. Еще ты вот этот узор ты в голове держишь. Отец сделал вот такую технологию, тоже придумал. Сейчас, наверное, это матрица. Мы его просто ставим, нажимаем, да, и он сам автоматически считает. И у нас здесь очень много матрицы, можем сделать любые узоры. Разные матрицы под разные узоры. Да, разные, правильно. Разные матрицы по разным узорам. 1 метр день работы. Вот это вот день работы на станке. А если вручную, это, наверное, 10 раз можете умножать. Что-то на узор вот этот выбирается для каждой юрты как-то просто по душе или можно заказать, или что-то значит? Не, когда заказывают юрту, мы полностью детально обсуждаем, какой они цвет хотят, узор, örmök какого цвета они хотят. Ну, полностью это детально обсуждается. А эту часть не будет закрываться. Давайте. И давайте выходите с нее. Убрали таймлапс. Правой ногой. Некоторые туристы всегда задают вопрос, почему дверь юрта такой маленький, да? И да, надо поклоняться. Это не только что поклоняться, и это уважение к дому, уважение к дому хозяина, да, и так далее. Вот. И почему правой ногой? Потому что когда вот новый строим юрту, либо любой момент вот именно правой ногой зайти, потому что чтобы было все хорошо. Выходить? Да. Левой выходить? Левой выходить левой, да. И когда мы заходим в юрту, да, с правой ногой, всегда хорошие, все хорошие с нами тоже заходят, да. А левый, когда мы выходим, то, что происходит, то, что плохое, какой-то глаз, не глаз, плохое выходит с нами левой ногой. Выходим левой? Да. Кто-то меня спрашивал, что вы делаете? Это örmök для чего? Это я делала вот эту джинбо.
Вот, Веревка, да? да, установили это. Мы вот берем Качели. и завязываем. И сюда раньше ставили 250 килограмм муки, либо песок, либо такой тяжелый, да, чтобы вот эти улки, чтобы они сели. Биз деле мисалы үчүн бозуйду аябай тереңге чейин билбейбиз да. Бирок ошо көптөн бери бизге айтылып келаткан нерсени бурмакта ошону кармап айтып келатабыз да. Мисалы үчүн биз чоң аталарыбыздан мынтип келатат да. Бул жер ушундай болгон деп. Ошону туура кармап калышыбыз керек да, сөз кошпой биягы деп. Мындай жаңы заманбаптын тилине кошуп кетсе уже жоголуп кетиши мүмкүн. Ар кандай сөзгө айланат. Ошол үчүн ошо аракет кылабыз да, баягы сөздөн сөзгө өтүп келаткан нерсе да биздики деле жазылган эмес көп нерсе. Атам да ошого аябай баса маани берчү. Мен группаларды алып барып атканда кээде атам минтип карап калчу. Терезе жактан өтүп баратып, эшик жактан өтүп баратып, мен таң калып жүрчүмүн, мен жанымда болгусу келеби депчи. Анан ар бир сөзүмө маани берчи да. Туристтер кеткенден кийин сен бул жерде мындай деп айттың. Мунун атын туура айт. Өрмөк же болбосо кереге деп мындай так туура айт депчи. Мы выбрали эту юрту. Она 67-го года. А это именно Полностью все элементы. ни одного элемента не заменялось. Да. И красный цвет помогает, защищает от глаз. Вот. И когда у человека плохие мысли, да, человек хочет что-то плохое, и когда он смотрит на красный, да, вот у него мысли меняются. Анан ошо Кудайым буйруса биз өзүнчө бир мындай окуу жай деп коебуз. Окуу жай азыркы тил менен окуу жай ачылса, ошол жерде башка жакта аябай алыс жактан келгендер да болот. Мен жана айтып кетпедим, Германиядан аял күйөөсү экөө келип Токойдо иштейт экен. Жыгаш жагын аябай жакшы көрөт экен. Анан атам айтсам эле, анда жыгашты булар аябай эметет экен, баалайт экен деп анан экөө эки стул жасаган. Бирөө жа плетение, жолдошу, беркинде жолдошум экөө жасашты. Анан ошондой алыс жактан келип калабы, ошол жерге жатып, үйрөнүп, бир жума болсо да. Анткени өрмөктү бир күндө үйрөтө албайм. Чийди да бир күндө үйрөнүп кетиш кыйын да. Үйрөнүп кетсе да кайра унутуп калышы мүмкүн. Кичине бир жуманы жакшылап үйрөнгөнүнө түрткү болот да. Кайра аны практика жүзүндө кайталап. Для своих гостей и всех, кто хотел бы учиться, Мекенбек Осмоналиев мечтал построить отдельный этноцентр в форме юрты. Он начал строительство, но, к сожалению, не успел завершить. Теперь его мечту продолжают дети. Вот этот первый этаж получается. И сверху вот этот юрта стоит. 10 жыл мурда колго түшүрүптүр. Өзүнүн кыялы болгон, ою болгон, ушундай бир чоң боз үй тургузсам деп. Бул станок үстүндө турган болгон темирди ийген. Эти ортосунда да тоголок болуп турбайбы? Ошолорго турбайбы, да? Болгон уукту да ийген, тегерегиндеги темирдин баарын. Магазинге барып деле кереги жок турбайбы? Үйдөн эле. Биз бияктан ойлоп буга чейин агам өзү лего кирпич чыгарып баштаган. Лего-кирпичи – простое, но по-настоящему уникальное изобретение. Благодаря точной форме они значительно облегчают процесс строительства. Он создал и кирпичи с национальным узором, чтобы архитектура не просто служила, а рассказывала историю народа. Все необходимые станки Мекенбек Осмоналиев собрал собственноручно, без чертежей, полагаясь лишь на опыт, интуицию и вдохновение. Сегодня его дети используют эти технологии и продолжают строительство этноцентра, воплощая мечту отца в жизнь. Бияк жагы чоң да, ошол жактан эми вид көрүнөт кийин. Бул эски бышкан кирпич, обычный. Бул жана биз жасаган сырой кирпич. Здесь все сделано с душой и своими руками.
И даже то, что на первый взгляд может показаться незначительным, оказывается маленьким произведением искусства, будь то светильник, собранный сыном, или стул, стоящий рядом, сделанный отцом. Германияда да бир турист келип бир киши анан алдыга журналдарга реклама коюп жазчу экен да, журналдарга чыгарчу экен. Анан бияка келип көрүп калып, анан атам айтат экен да, сен ушу отходду эмне кыласың, жыгаш. Жанагы боз үйдөн калып калгандар. Эми ар кандай нерсе жазылат да бияктанчы. Ошону отходду эмне кыласың, мага ошо отходдордон бир стол жасабайсың дейт да. Ала кеткенгеби? Жок. Жөн эле. Ошо ала кетет деп ойлойт атам. Анан ушуну жазайт. Бул отходдон. Конокко жасап берген эле, жөн эле. Анан тиги киши кайра кийинки жылы келеби? Кайра келип, анан бул сүрөттү атам күлүп айтып берчи. Күнгө коюп алып, тягынан тартып, биягынан тартып, бул стөлчү сүрөткө. Анан рахмат деп анан акчасын таштап кетип, стөлдү албай элечи. Көрсө бул жөн эле сүрөткө тарткан эле. Ошо өзүнүн журналына чыгарганга. Ну, мисалы үчүн Здесь история повсюду. Каждое здание, каждый предмет хранит в себе память и может рассказать что-то особенное. Бул жерде турган жыгач үй бул эски бизден айтып келгенине караганда Николай Первыйдын учурундагы үй болгон экен. Ошондо канча болуп калат? Бул 200 жылдын тегереги. Бул мурда тоодо чабандар жакта болгон экен. Ашталган. Бул мында неметип атканда мык жок болгон. Ошо. Мык чыккан. Ушуну менен аштап жасап чыккандай турбайбы? Ошо ойдон калды эми? Ошо ойдон тияктан бузганбыз. Кайра чогулду. Бузуп папам бияка алып келип, кайра ушул жерге тургузган. Эми азырынча бизден бир жакшы музей ойлонуп атабыз. Музей ачыш деле эми азыр чоң нерсе. Бир 2 жылдын ичинде бир жакшы музей ачып, ошол жака бүт историяны киргизели. Эдемден баштап, семьясы кандай башталган, кандай жеткен, жашоосун. Здесь мы делаем хомус, кыргызский национальный инструмент, хомус. Отец прям его очень любил, он не говорит, ой, я не умею играть, я просто попросила. Это тоже одна такая история, да? Один турист пришел к нам, и он все посмотрел здесь, с отцом поговорил, и он такой: Мекин, ты мастер с большой буквы, ты все делаешь. А можешь сделать мне новую скрипку? Я приеду и куплю ее у тебя, а свою старую отдам тебе. Отец так подумал, он сделал. Если он обещал, он всегда делал. Через год он приезжает и покупает вот эту новую скрипку. Ему очень понравилось. Он такой: старую, на, это тебе. Ну, новую забрал-то. Когда он ушел, отец полностью открыл эту скрипку и изучил, из какой дерева сделана эта скрипка, так как его звучание очень хорошее. И оказывается, здесь использовано было 4 разных деревьев. И потом он подумал, почему бы нет? Я тоже хочу сделать наш инструмент из 4 разных деревьев. Комуз силердики го, Атамдын комузу. Вот. Ушу менен аябай ойночу. Комузда туристтердин баарын ойноп берчи.